Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня буду готовить торт «Изумрудный бархат». Торт готовится без красителей, а изумрудный цвет коржам придает шпинат. В составе торта нежный йогуртовый крем и для яркости немного клубники и разноцветных кубиков желе. Торт получается легкий, вкусный и просто потрясающе красивый на разрезе. Для коржей нам понадобится 100-150 граммов свежего либо замороженного шпината, 5 куриных яиц среднего размера, 200 граммов муки. Столовую ложку муки я заменила на картофельный крахмал. Общий вес муки и крахмала 200 граммов. 200 граммов сахара, 75 граммов растительного масла, 50 миллилитров горячей воды, пакетик разрыхлителя для теста – это 10 граммов, пакетик ванильного сахара – это 8 граммов, и буквально щепотка соли. У шпината я возьму только листики, без ножек. В рецептуре указываю 100-150 граммов, вы можете взять 100, можете взять немного больше. На тарелке у меня изначально было 200 граммов шпината, за минусом ножек получилось примерно 150. Если вы будете готовить с замороженным шпинатом, то его нужно будет предварительно разморозить. А если будете готовить со свежим, то его нужно залить крутым кипятком и оставить на 5-7 минут, чтобы шпинат подварился, стал мягче и легче разбился блендером. В муке с крахмалом всыпаем разрыхлитель и хорошо размешиваем, чтобы разрыхлитель равномерно разошелся по объему и бисквит поднимался ровно. А затем просеиваем. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Шпинат отбрасываем на сито. Если вы будете использовать замороженный шпинат, то его, конечно же, не нужно заливать кипятком. Его достаточно просто разморозить. По рецепту требуется 50 мл горячей воды. Вместо обычной воды я возьму 50 мл отвара шпината. В отцеженный шпинат вливаем растительное масло и разбиваем блендером до однородности. Шпинат нужно размолоть как можно мельче, буквально до такого пастообразного состояния. В этом случае бисквит получится ровного зеленого изумрудного цвета. Вот такая шпинатная масса у меня получилась в результате. Она яркого зеленого цвета. К белкам всыпаем щепотку соли и взбиваем с сахаром до устойчивого состояния. В белки добавляем примерно пятую, но может быть шестую часть всего необходимого по рецепту сахара. Отдельно взбиваем яичные желтки. К желткам постепенно добавляем горячую воду. Я буду добавлять горячий отвар шпината. Всыпаем ванильный сахар. Несколько приемов добавим оставшийся по рецепту сахар. И забьем в светлую, легкую воздушную массу. Добавляем растертый шпинат и еще раз хорошо прорабатываем миксером. И затем по очереди будем вмешивать муку с разрыхлителем и взбитые яичные белки. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Из формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы бисквит получился ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовки. Я выпекаю примерно в середине духовки, нагрев вверх-вниз. Печется бисквит около 40 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием пальцем на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста.
Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем остыть до теплого. Подостывший бисквит аккуратно вырезаем из формы, возвращаем на решетку и в таком виде даем полностью остыть. Разрезать бисквит можно не ранее, чем через 4-5 часов после выпечки. Я бисквит пекла накануне вечером. После того, как он полностью остыл, я его завернула в пищевую пленку и убрала до утра в холодильник. Утром достала и продолжила приготовление торта. Разрезаем бисквит на 3 коржа. И вот такой он красивый, яркий, изумрудный на разрезе. Для крема нам понадобится 250 граммов натурального йогурта, 500 мл жирных сливок для взбивания, сливок жирностью 33-35%, 150 граммов сахара, либо по вкусу, пакетик ванильного сахара – это 8 граммов, 15 граммов быстрорастворимого желатина и 150 мл холодного молока для его замачивания. В крем я добавлю желатиновые кубики. Я заранее приготовила 2 вида желе, красное и желтое. Это готовое желе из пакетиков. Каждое я приготовила из 200 мл воды. И 300 граммов клубники. Можно взять свежую клубнику. У меня клубника замороженная, я ее предварительно разморозила, выложила на сито и дала стечь соку. Часть клубники я отложу для украшения верха торта. Я ее вот таким образом примерила на основании формы. Остальное крупно нарежу. Кубиком нарежу желе. Попутно заметь, что этот торт можно готовить и без желе, а можно не использовать готовое желе, можно его приготовить самостоятельно, из различных соков. Вот такие драгоценности получились в результате. Желатин всыпаем в молоко и оставляем на некоторое время набухнуть. В йогурт всыпаем ванильный сахар, добавляем сахар, размешиваем и также оставляем на некоторое время, чтобы сахар разошелся. Набухший желатин аккуратно нагреваем, чтобы он полностью растворился. Вливаем желатиновый раствор в йогурт и размешиваем. Достаем из холодильника сливки и взбиваем до устойчивого состояния. Попутно еще раз заметьте, что взбиваются только жирные и очень холодные сливки. Поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, сливки обязательно должны быть в холодильнике. Очень желательно сливки не перебить, они должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. Аккуратно вмешиваем взбитые сливки в йогурт. Можно вмешивать миксером, но только бережно, аккуратно, чтобы не растерять ту воздушность, которую мы добились взбиванием сливок. На сервировочную тарелку кладем первый корж, устанавливаем форму. Я установлю форму чуть большего диаметра, чтобы бока торта были ровными. Кладем кусочки клубники, выкладываем крем, сверху я выложу кубики желе, затем второй корж, также кладем клубнику, крем, раскладываем кубики желе, выкладываем последний корж, выкладываем оставшийся крем, на крем раскладываем отложенную клубнику, сверху клубнику я посыплю тертым белым шоколадом и крошкой от коржей. Убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы крем полностью застыл. Достаем торт из холодильника, форму аккуратно прогреваем.
я буду прогревать горячим полотенцем. Для этого я полотенце смачиваю в горячей воде, отжимаю. Горячим полотенцем оберну форму, оставлю на некоторое время. Затем форму опять оберну горячим полотенцем и так несколько раз. Аккуратно снимаем форму. Если бока торта с неровностями, их можно исправить горячей лопаточкой. Металлическую лопаточку заливаете крутым кипятком, даете нагреться, затем насухо вытираете полотенцем и горячей лопаточкой, как утюжком, равняете бока торта. И наш торт готов. Вот такой он красивый, нарядный на разрезе. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.